Ночь накануне старта всегда проходит в суете и волнениях. Вот мы, к примеру, заготавливали себе орехи, как заправские белки. Пригодятся ли они нам в пути? Это можно узнать, позвонив себе из будущего. Да. Здорово, я из будущего. Ты орехи жрешь? Ну да. Отличная штука. Пригодились? Очень даже пригодились, только ими и спасаюсь. Гуд. Отбой. Значит, все в порядке. Погнали! Решение поехать на велосипедах в Тверь стало следствием случайности. Изначально путь наш лежал до Ростова-Великого, но в последний момент мы решили погнать подальше от Золотого кольца, оставив этот проект на потом. В этот раз, в отличие от Крыма, мы взяли с собой экшн-камеры и крепления к ним, а также свои собственные байки. Хотелось испытать их и себя в условиях велопохода. Мой железный конь со мной с 2009 года. Это Mountain Bike Frontier GS американского бренда Schwinn. Тустя же взяла свой новенький отечественный стелс-навигатор 500 2018 года выпуска. И да, к нему нужно было добыть гаечный ключ на 15, что мы и сделали в автосервисе на Дмитровском шоссе. Представляете? Ключ на 15. 999 рублей. Совсем охуели, блядь. Вот что с Жигулями произошло. Выбираться за пределом КАТ на велосипедах было тяжело. Бесконечные переходы, подземные и наземные, заставляли нас самих становиться транспортом для собственных велосипедов. Нужно было пополнять силы едой. Орнем. Тусь, покажи свой задний фонарик. Ты как светлячок. Фонарик на жопке. За спиной было почти 40 километров плутаний по ближнему Подмосковью по милости нашего любимого Яндекс.Навигатора. Мы устали и пытались найти место для ночлега. В итоге было решено разбить лагерь напротив деревни Малое Черное, и мы спрятались в перелеске между домами и вырубленным болотистым пустырем. В
принципе, тут довольно-таки уютно, если не брать во внимание все остальные факторы. Соседствующая деревня и проезжая часть. Сейчас мы берем палаточку, покушаем и спокойно уснем. Короче, все. Мы прям на краю деревни Малая Черная, заночуем в палатке. Вроде ничего так. Посмотрим, доживем ли мы до утра. Хотя, скорее всего, доживем. Хер ли нам будет. Ха. На следующий день выяснилось, что мы ушли немного западнее дороги на Тверь, и маршрут пришлось скорректировать, вернувшись на шоссе. Там же на шоссе мы осели в первой попавшейся клоунской забегаловке. Самое главное, это то, что мы помыли руки, а еще я помыл помидорки. И нам от салата дали такую вот хреновинку, которая очень удобная, чтобы помидорки не помялись. Помогающая CV-изолента опять нам помогла. Кстати, зацените, как мы упаковали огурцы. Тусси запросилась ехать по шоссе до самой Дубны, устав от странных яндексовых велодорог. Почему? Мы не успеем. Зато там неинтересно. Просто шоссе, просто серое, там кругом После машины. Дубны будет красиво. Давай до Дубны докатим, и там красиво будет, обещаю. И мы покатили по автомобильному шоссе. Мы к Дмитрову подъезжаем. Ветром тебя телепает. Пейзажи становились все более унылыми. После интересных лесных локаций мы попали в постапокалиптическое запустение. Голые остовы деревьев, выжженная трава и шоссе с бесконечной вереницей бешено несущихся машин. Поорали ворево, окончательно выбились из сил и решили устроить тихий час прямо в придорожном перелеске. И тут во время обеда позвонил я из прошлого. Да. Здорово, я из будущего. Ты орехи жрешь? Ну да. Отличная штука. Пригодились? Очень даже пригодились. Только ими и спасаюсь. Бутылка орехов. Выбор туриста. Ну что ж, мы выспались в лесу. Теперь продолжаем наше путешествие до Дубны. Так, около населенного пункта с таким красноречивым названием мы сделали свою первую соточку.
Запись пошла. Пошла? Вот так вот. На следующее утро, переночевав в гостинице, мы отправились любоваться красотами города Дубна. Дубна оказалась очень милым маленьким уездным городком с преимущественно малоэтажной застройкой, низким трафиком на узких улочках и набережной, вдоль которой течет река Волга. кстати, очень технологичной набережной. Вы посмотрите, здесь набережная оснащена зарядкой для гаджетов. Сейчас проверим. Заряжается? Также мы обнаружили альпийские домики, памятник Высоцкому и, конечно же, гигантский деревянный стул. Хотели отобедать в антуражной местной пельменной, скорее всего оставшейся со времен СССР, но, к сожалению, она была закрыта. Пришлось идти в пиццерию. Немного отдохнув, мы снова отправились в путь. Ведь нам предстояло преодолеть еще около 200 километров до Твери. Но нет. Силы и здоровье Тусси на тот момент были окончательно подорваны, и мы были вынуждены сдаться и сойти с маршрута. Тверь для нас так и осталась где-то там, дальше по карте, утопающая в красивых локациях, полях, лесах, паромах через живописную Волгу, во всем том, что мы, замученные серым безликим шоссе, так мечтали увидеть. Конец. Почти 2 месяца прошло с тех пор, как мы отправились в велопоход до Твери и не доехали. В моей жизни стало чего-то не хватать. Гнетущее чувство незавершенности заставило меня вновь решиться на этот шаг. Ладно. Так вот, мое мнение обо всем этом таково. У тебя патологическая потребность к завершению. Но это нонсенс. У меня нет никаких проблем с завершением. Ты уверен? Более чем. Собирайся, мы завтра едем в Дубну. Мы успели на электричку в 5 утра. Это вообще мы гнали через всю Москву. Едем до Дубны, приедем, снова включимся. В 7 утра мы сошли со станции в Дубне и продолжили свое незавершенное путешествие. Изменилась не только моя прическа, но и погода. Стало намного жарче. Впереди нас ждала переправа через канал имени Москвы. Признаться честно, я никогда не переправлялся через реку на пароме. А конструкция данного парома, как мы поняли, не менялась тут с 15 века. Перебрались на паромчике, и нам это обошлось вот в такую вот сумму за одного человека. Ну вот и начались те самые красоты природы, которые мы так ждали. Отстань! На меня пчела напала. На меня что-то насекомые прям сегодня нападают очень активно. Даже репелленты не помогают. Да отстань!
Он прям преследует меня, этот непонятный насеком. Да что ж такое, прям в лицо. Вон он летает за тобой. Ребята, на нас нападают насекомые. Это какой-то кошмар. Откуда их тут столько? Кое-что мы все же не учли. Вместе с красотами природы нам достался сезон активности назойливых, кровожадных летающих монстров-троглодитов – слепней. Ни специальной одежды, ни репеллентов от них у нас с собой, разумеется, не было, и мы предстали перед врагом абсолютно беспомощными. Прости, дорогой, но зато они отлетают. Хочешь постоять в теньке? Надо покурить. Табачный дым их отпугивал, но очень ненадолго. А после села Дмитрова гора маршрут резко ушел вправо, уведя нас с дороги. Тут-то эти твари нас и поджидали. Для удобства восприятия того, что мы тогда чувствовали, можно воспользоваться шкалой слепнёметра в левой части экрана. Первый уровень назойливости мы прошли еще на трассе. На меня пчела напала. В поле же слепни по-прежнему не оставляли нас в покое. Мухи! Мухи! На третьем уровне Туська еще пыталась отшучиваться, но орала уже вполне искренне. А ты в курсе, что они летают только по жаре, по солнцу? То есть если в тенек убежал, их там особо и не приметишь. Да? Ну что ж, едем в тенек. И вот вам 4-й уровень. Слышишь, как поют? Слышу, как мухи орут. У нас должно сейчас быть чувство умиротворения. Но нет! Когда ж ты отъебался от меня? На 5-м уровне не выдержал и я. Да чтоб вас! Я думала, мы будем птичек слушать. Птички, хорош там чирикать, пи***те сюда! Сожрите! Да лучше бы вы, сука, под колесо мне залетели! Весит реально. Вдобавок ко всему, Яндекс нас снова обманул. Там, где на карте красовалась дорога, на деле она просто уперлась в непроходимую топь. 6-й уровень. На Туську было жалко смотреть. Откуда вас столько, твари? Это невозможно! Сука, это пи***ц какой-то. Вот она, дорога ярости. Да не лезьте тут в лицо! Сука! Я так не поеду сюда. Вы что же в лицо? Последний уровень ярости. Поняв, что даже огнем этих исчадий ада не отогнать, мы поспешно отступили обратно на дорогу. Лес остался непокоренным. До Дубны докатим, и там будет красивенько. Будет красивенько. 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 Такая красота, но не понаслаждаешься. Мы снимаем это все на камеру для того, чтобы хотя бы дома насладиться этим, потому что в процессе этим невозможно наслаждаться. Действительно, хватит нагнетать обстановку. Пора бы и насладиться приятной покатушкой. Ах, какая чудная нынче выдалась погодка, не правда ли? Вне всяческих сомнений. Ветер приятно обдувает лицо, солнце ласково согревает нас своими лучами. О да, это чудесно. А вот прохладный свежий тенек под сенью живописного шишкинского леса. Слышишь этот чудный пряный аромат хвои и сочного мха? Он наполняет меня свежестью. Кто-то припарковал свое авто? Смотри, лесной уж прошмыгнул через тропинку. Правда? Вот здорово! Природа,
Птицы так великолепно поют, кроны деревьев неторопливо шелестят, убаюкивая. И блэ-блэ-блэ. Хорош, едем дальше. Сиди в теньке чуть-чуть. Контакт с местными жителями произошел на автобусной остановке. Им стало любопытно, что делают тут такие странные люди. Да мы хотели до Конакова доехать в лес, а там болото. Хотели грибков набрать? Нет. Мы велотуристы, Мы через да. Конаково хотели до Твери. Правда, объяснить им, что такое велотуризм и зачем мы так мучаемся, когда можно сесть на автобус и доехать, мы не смогли. Нам за 2 дня нужно сделать около 100 километров. Можем не успеть. А им честь не делайте. Тогда накажут Для них мы так и остались. инопланетяне. Испытываю счастье. Ты только что умирала в лесу. Но я же больше не умираю в лесу. Выспавшаяся, сытая, без мух, без жары. И мы сейчас еще на кораблике поплывем. На пароме мы повстречали единомышленников, 2 таких же, как и мы, велотуристов. Во время переправы мы обменивались историями из своих прошлых путешествий, а на другом берегу каждого ждала своя дорога. Один из них, Владимир, еще некоторое время сопровождал нас, пока его маршрут не ушел в сторону. Другой же чуть позже перегнал нас. Тем временем смеркалось, и нам предстояло найти место для ночлега. Опять разбили свой лагерь где-то у дороги, в каком-то леске. И легли спать по 2 деревенских собак. Нас пытаются всячески насекомые атаковать. А туски у нас вставать не хотят. Довольно-таки прохладно по сравнению со вчерашним днем. Вот в таком мы перелесочке ночевали. Велички не украли. Правда, они все в дерьмище у нас. По автомобильной трассе до Твери 73 километра. Так вот делать нельзя. Но мы с Туской экотуристы. Поэтому весь мусор забираем с собой и довозим до специальных мусорных контейнеров. И вам советуем поступать так же.
Мы продолжили путь по грунтовке, идущей сквозь природоохранную зону. Как вдруг... Если по автомобильному, то да. Если по велосипедному, то вот после вот этой дороги там лось. Где? Лось. Он только что прям через дорогу прошел, лось. Серьезно? Да. Лось. Ну-ка, поехали. Лось. Здоровая башка, коричневый. Лось. Короче, упустили мы лося. Зато не упустили мусорный контейнер. Что-то тут вообще полдеревни разрушено. Я так понимаю, люди отсюда бегут, потому что здесь делать нехрен. Глушь. Сейчас направо. Дальше дорога превратилась в настоящую советскую стиральную доску. С практически отсутствующей амортизацией на наших велосипедах это обернулось дополнительной трудностью. Слепней хоть и было в разы меньше, но от нас они отставать не собирались. А дальше стало больше песка. Туськины покрышки полуслики тут же забуксовали. Минус дорожных покрышек и плюс гравийных покрышек. А тут вот море борщевика. И у нас финишная прямая до шоссе. И этот адище скоро закончится. Но здесь ты можешь проехать. Чуть-чуть осталось прям вообще. Сейчас до шоссе доберемся, и можно сказать, мы спасены. Ура! Мы доехали! До Твери 39 километров. Погнали! Нам удалось Крым покорить только после того, как мы местное крымское пиво попили. Мы взяли местное тверское пиво и тоже проделаем с ним этот же фокус. Я надеюсь, теперь Тверская область отстанет от нас. Она чуть не убила нас. Крым фигня по сравнению с Тверской областью. Такой жести я еще не встречал в своей жизни. Это просто дорога смерти. Благо, осталось 30 километров до поворота на Тверь. Сколько до Твери осталось? Там написано 26. А после деревни Каблуково мы попали на почти 10-километровый участок дороги, прямой как стрела. Ни тени, ни облаков, только раскаленный асфальт и обжигающее солнце. На мой взгляд, примерно так и должен выглядеть ад. А вот так выглядят последствия. — 12 километров нам осталось до Твери.
5 дней и 320 километров педалирования. Несмотря даже на то, что мы сошли с дистанции на 3-й день, в итоге можно считать Тверь покоренной. Большинство трудностей, с которыми мы столкнулись в пути, конечно же, возникло из-за нашей туристической неопытности. И мы не советуем повторять наши маршруты без должной подготовки. Но все-таки мы это сделали.